thunderstorms? Walking to the bridge. Huh? Walking along the bridge along all this time. It's nice. Штору закрой. Штору. How about even a taxi 2 kilometers away? Is there something to... So she's going to have to look over having a glass of wine. She can come in my place. We can use my... I'm ready. I'm ready. Me too. Okay. Ну что же, Back to work. возвращаемся к работе. Oh, sorry. So sorry. Где? There you go. They say rainbows are bad luck in Scotland. Роза сказал, что в Шотландии говорят, что радуга к неудаче. Дикие люди, просто дикари. А радуга у нас видит радугу. We are happy to say rainbow, we say this is luck. You people in the West. Well, actually, I saw about 15 of them on my way from Denmark to Scotland to meet their luck. So you tell me what it means. Shall I tell them the story? If you will. No, if you wish. I don't care. В Шотландии какого цвета был, не знаю, но он сказал, что прежде чем он встретил одну из своих неудачных прежних жен в Шотландии, куда он ехал из Дании, то по пути он увидел порядка 15 радуг. Видимо, отсюда и примета. Это личный опыт. А? Это личный опыт. Бесценный. This is your personal precious experience. Yeah, well, it's precious for sure. То, что ценно, безусловно. Okay. Ну ладно. Sometimes people think that you survive an illness and that's precious. Иногда человек думает, что он пережил болезнь, и это само по себе ценно. And sometimes people think it's precious to die. А порой думают, что ценно было бы расстаться с этой жизнью. So I'm found somewhere in between. Я оказался где-то посередине. So that's my rainbow experience. Так что вот такой мой радужный опыт. I probably needed it anyway. So the Это не пробурчал, наверное, мне это было нужно. God did it. So we're going to start again where we left off before we looked Давайте at начнем it. теперь с того, на чем мы остановились, прежде чем пошла пациентка. I think it was good that we have had Kate as Мне an кажется, example. было полезным посмотреть, что удалось получить, работая с Катей. To show you how the body will unravel, and then we have a Во lot of всяком work to случае, do. вы убедились в том, что тело вдруг начинает предъявлять тебе свои проблемы, оно начинает раскрываться перед тобой. So one of the things we started talking about is how to evaluate tonicity and muscles. А прежде чем мы приступили к работе с Катей, мы с вами говорили об оценке состояния тонуса мышц. And one of these is by challenging the spindle cell. Говорили о том, что одним из способов тестирования является провокация нейромышечных веретен. Now we're going to be doing this only for the diaphragm, Значит, мы с вами будем заниматься этим только с точки зрения диафрагмы, the paravertebral muscles, паравертебральных мышц and perhaps some of the intercostal muscles и, as может we быть, get межреберных мышц. functioning better. Для того, чтобы убедиться, способны ли они к лучшей функции. Thoracic torsion for a long period of time obviously will create Понятно, что если есть торсия грудной ветви длительное время, межреберные мышцы не смогут на это не отреагировать. So we're going to look at the spindle cell just briefly Очень коротко о нейромышечных веретенах. to remind ourselves what we're looking at Просто чтобы вспомнить, о чем идет речь. and how it's both understood and misunderstood. То есть поговорим о том, как клетка нейромышечного веретена понята и при этом
не понято. and its importance to evaluate in scoliosis Нам treatment. очень важно уметь с ней работать, то есть оценивать ее состояние для случаев сколиоза. Now you saw on Kate, Вы видели, что у Кати we had spindle cell мы reactions along получили the реакции spine, нейромышечных веретен вдоль позвоночника. and these are consistent with her type of scoliosis. И то, что мы обнаружили, по сути, хорошо сочеталось с тем, что мы видели с точки зрения состояния сколиоза. So obviously we want them to be absent. Конечно, нам бы хотелось, чтобы этих реакций не было в будущем. Now, having said that, we may also, in the correction phase, create an opposite side reaction, Но сказав это, надо иметь в виду, что если мы корректируем что-то одно, то есть устраняем что-то одно, мы вполне можем спровоцировать появление положительных реакций с другой стороны. which might need to be treated as well. И эти реакции тоже потом надо будет лечить и устранять. So we're always asking ourselves, have I done the right thing or enough of the right То thing? есть каждый раз надо себя спрашивать после всего, что делаешь, сделал ли я достаточно и сделал ли я то, что было нужно. So they are a sensory specialization of muscle. Значит, мышцы имеют свою специализацию, чувствительную специализацию. And remind ourselves that we have both intra and extrafusal Мы всем fibers. помним, что у нас есть экстра- и интрафузальные волокна. And the afferent sensory fibers surround the central regions. И афферентные чувствительные волокна окружают центральные регионы. And the ends are the motor area, basically. Ну а концевые области являются главным образом двигательными. So we don't need to look at the То есть types of все fibers. подробности строения нейромышечного веретена нам сейчас не нужно разбирать. We basically want to understand Главным образом that they control the tonicity надо понять, что нейромышечное веретено контролирует тоничность мышцы. during dynamic movement, Во during время rest, покоя, во время динамического движения. and to correct these abnormalities, if they exist, will be very important. И для того, и очень важно уметь устранять аномальное состояние нейромышечного веретена, если таковое присутствует. They register changes in velocity and acceleration of the Значит, contractile. нейромышечное веретено регистрирует скорость и ускорение контрактильной силы. The force of the contraction. То есть регистрируется сила сокращения. Reminding ourselves that this is also very specifically coordinated at the same time with the cerebellum, with the brain, the Но при этом надо помнить, что присутствует одновременно очень четкий специализированный мозговой контроль So not only is this a с участием cerebellar test, мозжечка. То есть мало вот этого теста для мозжечка. position sense is also made by the spindle cells and the joint receptors, as we know. То есть здесь участвуют, конечно, и клетки нейромышечного веретена и суставные рецепторы. Об этом тоже нельзя забывать. Basically, Фактически, what came to mind years ago, что пришло на ум because сколько лет тому назад? I was aware in applied kinesiology, we don't have very good methods of testing the facial muscle, the muscles of mastication, for example. Ну, все это было тогда, когда, допустим, жевательные мышцы не было возможности толково тестировать в прикладной кинезиологии. The paraspinal muscles. Очень сложно было тестировать параспинальные мышцы. And being a chiropractor and also teaching applied Но будучи kinesiology, хиропрактом, да еще преподающим прикладную кинезиологию, these muscles were important. я хотела использовать эти мышцы, понимала, насколько они важны. But I was frustrated at our capacity to test them directly. Но вот не имея возможности тестировать эти мышцы, So I я, thought, конечно, не получала удовольствия от такого положения вещей. could it be that the spindle tonicity in the muscles or the spindle control of tonicity was off? А надо было обязательно получить какой-то инструмент себе в руки для того, чтобы понять, в каком состоянии находится контроль тоничности мышцы. So we know the alpha are all motor neurons. Значит, ну, нам известны альфа-мотонейроны. So they are afferent to the spindle cell. Они афферентны по отношению к клетке нейромышечного веретена. And the gamma motor neurons, group 1A fibers, Гамма-мотонейроны группа are 1А sensory. чувствительные. Now, making a long story short, Ну и, короче говоря, we're not going to stimulate the velocity of the contractile мы не of стимулируем the change. изменение скорости контрактильной активности. We're just placing a digital pressure on the Мы просто muscle, создаем пальцевое давление на мышцу. and this will compress the
the spindle cell. создавая компрессию зоны нейромышечного веретена. The compression of the spindle cell will impart a change into that structure. The compression, the manual compression will put a change into that structure. Пальцевое давление создает изменения в структуре нейромышечного веретена, то есть создает изменения в структуре нейромышечного веретена. And tend to stretch it or compress it. С эффектом либо компрессии, либо растяжения. This activates the sensory В mechanism, дальнейшем происходит активация чувствительных механизмов. and that signals into the brain. Сигнал поступает в головной мозг. Now, this doesn't change anything with respect to the velocity of С the точки signaling, зрения скорости сокращения ничего не меняется. but the theory was, the hypothesis was that if there was an aberrant signaling already in this area, Но гипотеза такова: если исходно эта область посылает аберрантный сигнал, there's a possibility that we could increase this signal, значит, воздействуя на эту зону нейромышечного веретена, можно усилить which количество отрицательного сигнала, негативного сигнала. would temporarily create a discoherence that we talked about earlier. То есть количество отрицательного сигнала может достичь таких значений, которые приведут к возникновению той самой рассогласованности, о которой мы уже говорили. So basically, we stimulate, То есть goes вот into the cord, стимуляция, and then into информация the brain and поступает back again. в мозг, и потом реакция со стороны тестируемой мышцы. Now, with Kate, we didn't go into detail, Значит, с Катей мы, конечно, не погружались во все детали. but if you think about it, the problem can be local, Но просто задумайтесь, проблема может быть местной, it can be spinal, она может быть спинномозговой, which would be in the first order synapse area of то the есть spinal cord, это, тогда речь идет о синапсах первого порядка. or it can be central, Или проблема может быть центральной. or it can be obviously a combination. Ну и, конечно, возможно сочетание. So the idea is to locate where То есть идея состоит в том, чтобы this научиться abnormality occurred. определять, где локализуется эта аномальность. And this is where TL makes it very important for us in Вот applied тут выступает physiology. на первый план терапевтическая локализация, которая, ну, по сути, всем знакома в прикладной кинезиологии. So we'll look at how we do this. То есть мы с вами обратимся ко всему этому. Okay, so we're going to move on. Идем дальше. Just a very quick background, and this is То есть это базовые теоретические выкладки по нейромышленному веретену, по физиологии. all these notes are basically if I'm running out of if I'm moving too fast and we have a lot of time, I use it up. На самом деле, вот эти, не пугайтесь, что я перелистал все эти слайды, они только для того, чтобы заполнить And since образовавшееся пустое время во время занятия. Если я буду говорить слишком быстро, и занятие пойдет слишком хорошо. since we're probably going to run out of time, this is important. Okay, a lot of physiologists have written a lot of material on tonus. На самом деле, по тонусу, по вопросам тонуса физиологами написано очень много всего. And true tonus is a response to programming in the cerebellum. So this is Считается, important. Считается, что мышечный тонус является ответной реакцией на предпрограммирование в мозжечке. So we're very much in response at the cerebellar level. То есть фактически это ответная реакция на программу мозжечка. Okay. Tone remains static at any period of time. Тонус постоянен в любую единицу времени. So therefore we can test it Статики. in different positions of the muscle or Вот contractile forces of the muscle. поэтому контрактильный тонус можно тестировать в разных положениях мышцы. Okay. We're moving on. Oh, one of the ways to test for tonus Но с точки зрения тестирования тонуса, is your palpatory sense. надо сказать, что большую роль играет пальпация. So if you have a positive response in elongation of the muscle, Если при удлинении мышцы получили положительную реакцию, that creates an opposite side weakness, возникает слабость противоположной стороны. and you feel the muscle is
more tense. Чувствуете пальцами, что мышца достаточно напряженная. And you get the reaction. That probably means that you have an increase in tonus. То есть в этом случае логично предположить, что тонус повышен. And the opposite would be true if you have a flaccidity. Ну а если пальцы пальпируют вялость мышцы, мягкость мышцы, в удлинении, you would have a decrease or a down regulation. можно предположить недостаточность регуляции тонуса. This is not always necessary for you to assess, Не всегда будет необходимо оценивать, but it helps you to understand the patient's situation. но во всяком случае это знание помогает при диагностике состояния пациента. So conversely, a muscle in contraction Но если мышца находится не в удлинении, а в укорочении, that has a slight flaccidity и вы and чувствуете, что есть предмоторная вялость и слабость противоположной стороны, you would conclude that in contractile state it is lacking tonus. значит, можно сделать вывод о том, что тонус концентрического сокращения недостаточно, недостаточен просто. Now, reminding yourself some malfunctioning spindle И напоминаем себе, что will create opposite side muscle weakness. то есть, при нарушении функции веретена слабость возникает с противоположной стороны. Reminding ourselves that this is an afferent from the opposite side. То есть речь идет об афферентации с противоположной стороны. And through the extrapyramidal tracts, Через экстрапирамидные пирамидные тракты возникает слабость с противоположной стороны. Okay, so let's just show it. Давайте просто покажу. Here we have 4 different types. Значит, вот те 4 типа тонуса, о которых мы говорили. I have not tended to teach this last one very much, Вот ДМТ я не очень часто тестирую. which I call dynamic muscle tonus. Это динамический мышечный тонус. So the dynamic is in motion, То есть в движении. and it's very difficult to assess, so I just Тестировать очень сложно, оценивать сложно, поэтому я стараюсь не погружаться в эти детали. maybe some of you will be able to Может быть, figure кто-то this из вас и возьмет себе это на вооружение. out. Okay, this is me showing an extensor reaction on the leg, Значит, вот проверяю реакцию разгибателя на ноге and the stimulus on this young lady of the erector spinal со стимуляцией разгибателей позвоночника on the right side. справа. Okay, this would be in a resting state, Значит, это, соответственно, тонус покоя this would be in a проверяется. contractile state, Это etc. тонус концентрического сокращения This is me looking at a psoas muscle. и пояснично-подвздошная мышца, тонус эксцентрического сокращения. Basically, you can do this on any muscle, То есть, по not сути, the речь идет о том, diaphragm. что в этой системе можно тестировать самые разные мышцы. So again, in contraction or Тоже тонус CCT, концентрического сокращения пояснично-подвздошной мышцы. testing the opposite side И каждый extensors. раз тестируется противоположный разгибатель. Now, the opposite side extensors, reminding yourselves, is not the classic middle tract test that То we есть, need. и еще раз вспоминаем, что тестирование разгибателя в этом контексте не является копированием теста средней трапециевидной мышцы. You saw me testing Kate with the muscle, with the arm Вы видели, descended что я very close to тестировал her. Катю, руки были гораздо ниже, чем при тестировании средней порции трапециевидной мышцы. We're testing only her capacity to maintain Потому что мы extension, тестировали всего лишь способность сохранять разгибание. and this is why we экстензию. use this. In a different situation, you could use the rectus femoris, В некоторых ситуациях можно было бы использовать прямую мышцу бедра. and we might have to show that. So that's the other side. Okay. This is the walking one. That's not Но это necessary. вот в ходьбе динамический тонус не обязательно нам сейчас. Assuming I find a positive reaction to a Допустим, обнаружил stimulus. положительную реакцию. I don't know if you can see this, but that is a magnet, and I'm putting Не my знаю, видно finger вам или нет, но там лежит магнит и палец through в the hole датчике of the магнита. magnet. Okay? Through the hole of the magnet and stimulating to see if the problem is local. Чтобы определить, не является ли проблема локальной. If it is not local, then you have to search other Если areas. она не локальна, то придется искать в других местах. So, this is just another challenge. Okay, telling patients you treat. This is the TMJ. Это височный нижнечелюстной сустав. This we don't need, Это нам не надо. so we'll just finish there. I think that's it. Тут играем, тут не Just showing играем, тут не Yes, разворачиваем. here's the,
one of the diaphragm tests Вот at один the из тестов для beginning. диафрагмы со So, вдохом. same idea that we saw with Checky. This is a little bit too medial again. Та же самая история, что и с предыдущей картинкой в тестировании провокации диафрагмы. В данном случае пальцы слишком медиально. We want to be a little bit more lateral. Надо было, чтобы пальцы были полуторальнее. So again, we'll show that. This is the hiatus hernia. We don't need that. Okay, that's it. Ладно, хватит. So, do you want me to show this again? Надо показать еще раз. And then we're going to practice Sure. Okay. So we're going to practice А потом приступим к практике. 3 different types of challenge. Значит, будем с вами использовать сейчас в практике 3 вида провокаций. The erector spiny that I showed, Провокации для разгибателей позвоночника, которые вы видели. the diaphragmatic, Диафрагмальную провокацию. and the intercostal. И провокацию межреберных мышц. So it's very simple. Вроде просто. The hardest thing that you have is to learn how to test at the same time the extensor muscle. Самое сложное научиться одновременно тестировать разгибатели. So reminding yourselves that patients will compensate very easily. Помните, что пациенту очень легко скомпенсировать слабость. The 2 main compensations Две are основные компенсации какие? derotation, or 3 main. 3 даже. Derotation, Деротация, то есть пациент будет пытаться деротировать руку, elbow bend согнуть локоть to bring in the biceps. для того, чтобы включить бицепс. And the most common И наиболее распространенное, is instead of pulling back, вместо того, чтобы сопротивляться назад, I do this. пациент будет поднимать руки, то есть разводить руки, отводить. Reminding yourselves that people that have a problem, То есть напомните себе для начала, что если у человека есть проблема, in most instances cannot do this. в большинстве случаев он не может выполнить вот такого движения. So when you ask them to do this, Поэтому, когда просишь выполнить это they will движение, do the closest they can. пациент сделает то, что ему более доступно. And that's usually to stay still and move up. Обычно вот это будет движение So какое. be very careful for that. Поэтому будьте очень внимательны, очень You наблюдательны. can test with the hand or the arm in front of the body, То есть можно выдвинуть руку кпереди от туловища. and it's best to test with the arm slightly. И лучше немножко опустить. Don't bring it up into Не elevation. поднимайте руку высоко. And maintain that extra rotation. И самое главное, не теряйте Let's наружной just show ротации. on somebody. Выйдите, то есть, пожалуйста. So the first thing you want to do is make sure your extensor muscle test is Итак, good, сначала давайте убедимся, что по-настоящему умеем тестировать мышцы разгибателя. and that you can test in many different positions. Причем, что вы можете протестировать в самых разных положениях. So I've got, he's a very strong man. Очень сильный человек. I'm making sure that he has good extra rotation. То есть крепко держу руку в наружной ротации. If you wish, you can touch K27 at the outset. Можете одновременно коснуться Make sure. К27. Now he's moving slightly upwards. I don't want Увидели that. движение вверх рукой? Straight back. Строго назад. He's moving downwards. I don't want that. А теперь вниз повел руку. Мне это тоже не нужно. That's better. He's tending to move up. Видите, опять пытается поднять So you вверх. see, I have to educate the patient. Видите, мне нужно сначала обучить пациента. Straight back. Строго назад. Good. Хорошо. And now he's understood it. Наконец-то понял. Same thing on the opposite То же side. самое с противоположной стороны. You can see I'm starting with my fingers and my shoulder muscles, Смотрите, я начинаю пальцами и мышцами плеча. and I'm waiting for him. This way. Жду сначала движения с его стороны, и только потом подключаю свое сопротивление. You ask the patient to perform the maneuver. Просите пациента выполнить движение. Сопротивляйтесь, and I wait. То есть сначала говорите, сопротивляйтесь и ждете, чтобы человек начал совершать движение в направлении Watch his сопротивления. extremity move. Сопротивляйтесь. I'm happy. Now I start. И вот только тогда, когда я убедился, что он делает правильное движение, я оказываю сопротивление своей рукой. Do not ever, ever, ever. Никогда, 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 вообще никогда. Сопротивляйтесь. Begin as soon as you Не say. делайте вот такого. Сказали, сопротивляйтесь. Пациент еще не успел ничего сообразить, вы уже тестируете мышцу. Very poor. Okay. Это очень плохой тест. So we can do it laying down, То же самое лежа. which is convenient. Очень удобно. Also, the patient's body is being Да и stabilized тело on the пациента table. стабилизировано на кушетке. So I'm going to do it on this side so that you can see. Ставлю вот так, чтобы вам было видно. Now I'm changing my hand position, Видите, иначе я помещаю свою руку, which helps me to maintain his extra чтобы rotation. удерживать наружную ротацию. I'm going to ask him to pull to the floor. К полу рукой, пожалуйста.
And he's tending to derotate, so I don't want that. Видите, теряет наружную ротацию, мне это не нужно. Pull to the floor again, Снова к полу. and that's better. Теперь лучше. Now watch my pull. Следите, как я тяну. Fingers, shoulder. Пальцы, плечо. If the arm starts to move, I will naturally bend my elbow. А иначе произойдет естественное сгибание руки в So we're локте. just going to show you different different tests. I'm going to Давайте разные тесты покажу. put my fingers on the intercostal spaces, В межреберных пространствах пальцы. making sure I'm between the ribs, Точно знаю, что пальцы между ребрами. and I'm going to apply pressure. И создаю давление. Сопротивляйтесь. No reaction. Нет реакции. Вдох. And hold it. Держите. Сопротивляйтесь. This would be ECT. Это тонус эксцентрического сокращения. Сопротивляйтесь. No change. We'll show you the same thing on the opposite side. Покажу с другой стороны. So, for those of you who are not used to this, Для тех, кто не привык к этому тестированию, position your hand to make the challenge. сначала точно расположите руку для провокации. Выдох. That's вдох. Выдох он просил сделать. Okay, and then concentrate on the extent on the muscle. И только потом концентрируйте внимание на мышечном тесте. This way you make sure that you're doing everything in logical sequence. Чтобы не потерять логической последовательности выполнения теста. Вдох. Normal. Нормально. Now, did he have a positive response on the Была положительная реакция на что-то, да? for the compression? На компрессию. Кто с вами работал? Была положительная реакция? He had nothing. Я? On compression. Like this was positive Положительный был этот or тест? negative? But I mean, he didn't have any face. He was Ну, normal. что-то такое. Нормально, Yes. on compression. Да? He said, Saying that there was abdominal resistance in the okay, test. resistance, but his face didn't И change. сопротивление было, но лицо говорит о том, что тест отрицательный. He's not having any discomfort. То есть никакого Very дискомфорта strong. не возникает. So we'll just show the test. Покажу тест. So, costal diaphragm, Реберная часть диафрагмы. change my concentration to the extensor, Теперь supplemented. перевел внимание на разгибатель, когда палец уже точно держит диафрагму. Вдох. Сопротивляйтесь. Выдох. Сопротивляйтесь. So we have something on the left. То есть слева не все так гладко. Which side did not function? Do you remember? Какая сторона была нефункциональна? The left one. The left side, and we're picking Вот, up the left пожалуйста, мы side. тоже обнаруживаем слева наличие So проблемы. even though he didn't have this То есть, compressive несмотря на то, reaction, что вот этот тест picking up the left отрицательный, side. So we'll repeat the test, повторим тест. and it was on inspiration, correct? Значит, на вдохе, да, была проблема? Done yet? Ну, просыпайтесь, ну, Выдох. on out breath. No, it was in breath. Нет, на вдохе. Because I made him Кто do лучше it. бы не просыпались? I remember I said выдох, and he breathed in. Помните, я сказал выдох, а он сделал вдох, поэтому он вас и запутал. And then that was negative. And then I said вдох. Сначала тест был and then he- отрицательный, а потом он попросил вдохнуть, и тест стал положительным. Another test if there's dysfunction, Еще один тест для выявления palpate the дисфункции. lower ribs, Пальпируем нижние ребра, breathe in, вдох, hold it, не дышать. look for pain. He's Больно, не больно? both. Больно. And then breathe in, So you are Same on the pressure. ribs now. Are you on the ribs? huh? Are you on the ribs? Yes, on the floating rib. То есть теперь на ребрах. Less both. No both. Справа So- боли нет, слева больно. Breathe out, выдох. Both. So he does have pain on breathing out. Выдох. Okay. More pain. Если на And it's выдохе все-таки interesting. больнее. We're finding вдох. То есть это провокация с тестом It's положительным на definitely on вдохе. inspiration that he has То есть совершенно очевидно на the вдохе. diaphragm reaction, but he has more pain on, and I don't know why Не that. знаю почему, болевая реакция на выдохе. Okay. Paraspinal muscles. Параспинальные мышцы. So what I'll do is I'll show you the back, like we did with Kate. Давайте покажу вам так вот со спины, чтобы вам было видно.
And this is a little difficult with if you're a small person and a big man То like есть если пациент крупный, а yeah, вы so you're ростом невелики, getting close вам, конечно, будет and непросто. personal. If Вам you're a приходится boy, подбираться к человеку очень близко, практически интимно. if you're a boy and she's pretty, it's okay. Ну, если мужчина работает с хорошенькой девочкой, то очень даже хорошо. But we just have to help. Now you have to make sure you're on the correct side of the spine. Только четко ставьте пальцы с той стороны позвоночника, которая вам нужна, не перепутайте стороны. We'll rotate him. Теперь ротация Rotate the other в direction. другую сторону. Replace the arm and the Правильно расположите руку, проверьте, не имел ли пациент положение руки. and he has no paraspinal Ну, muscle. в данном случае параспинальные мышцы реакцию не выдали. We could do the bending as we did with Можно было бы, как Kate. сказать, использовать наклоны в сторону, но сейчас в этом нет This необходимости. is just for practice. Это только сейчас для практики. We probably won't find anybody with Вполне this возможно, вы сейчас ни у кого положительных реакций не because it's выявите. more to scoliosis. Потому что это тестирование в большей степени разработано для Okay, any сколиоза. questions on this? Вопросы? We're going to do the practical on the mainly concerned with the diaphragm, Практика в основном по поводу диафрагмы. okay? And then the other muscles just for practice. Остальные мышцы просто для отработки навыка. For example, on your back, Например, на спину, гляньте, пожалуйста. the muscles that are very often part of a compensatory mechanism will be the psoas Поясничная мышца очень часто является частью компенсаторного механизма. and the iliacus. Или акус подвздошная. So you can try and stimulate them То есть можете попробовать стимулировать их with bending. Subactivatus. And we have positive here. Вот тоже положительная реакция. I'm on the iliacus. Это илиакус, This is the psoas. So поясничная. in this position, he might have more pain. В этом положении может быть и болит And he побольше, does. как и есть на самом деле. In the relaxed position, В расслабленном положении in the same position, палец у меня точно там же, no pain. боли нет. Okay? So this indicates the dysfunction of the spindle Это как раз и указывает на дисфункцию веретена in the iliacus. в илиакус. So I'm going to give you a little bit of a secret. Ну, открою вам небольшой секрет. Some of you У некоторых из вас, might remember from the teaching может быть, остались воспоминания из прошлого, many years ago много лет тому назад. about reactive muscles. Вам рассказывали о реактивных мышцах. So everybody knows what Все reactive знают, что muscles такое are. реактивные мышцы, да? Reactive muscles are mainly lesions that involve what? Что является частью этих поражений? То есть это в основном поражение какое? What neurologic element in the muscle? Какой неврологический элемент в мышце главным образом поражается при реактивности? Spindle cells. Веретено? Yeah. Just what we're talking about. То есть, по сути, это то же самое, о чем мы сейчас говорим. Goodhart said Гудхарт говорил, that he believed the psoas muscle was reactive to the diaphragm, поясничная мышца реактивна по отношению к диафрагме, causing it not to function. из-за чего диафрагма может оказаться дисфункциональной. Correction of the psoas muscle would aid the А diaphragm восстановление muscle функции to поясничной function. мышцы способствует восстановлению функции диафрагмы. From what I've realized now, he was almost correct. На основе того, что я знаю и умею сегодня, могу сказать, что Гудхарт был почти прав. It's the iliacus То говорит, потому что речь идет не о подвздошной мышце, to the не поясничной мышце, а подвздошной. costal diaphragm. То есть подвздошная мышца и реберная часть диафрагмы. And the psoas to the crus. А поясничная мышца – ножки диафрагмы. Very interesting. He found some correlation many years ago. Интересно, что корреляция Гудхарт заметил уже много-много лет тому назад. This just supports the kind of brain фактически that he had. Лишнее подтверждение тому, It is not. насколько он хорошо мыслил. It is not without reason that we find И не без a причины left costal diaphragmatic positive test мы обнаружили положительный тест реберной части диафрагмы слева on vdох, на вдохе. which means it is what? Это значит, какой тонус? Что это?
ECT or CCT. Концентрического или эксцентрического сокращения? Вдох. CCT. Right. Концентрический вдох. Диафрагма сокращается. Тонус концентрического сокращения. And the iliacus was А илиакус? the same, CCT. То же самое, тоже CCT. Just happened to be that way. But that's interesting. So I want you to do this. We have 20 minutes before Короче, у нас 20 минут, your brains give out. да, прежде чем мозг откажется что-либо воспринимать. So we want us to do this, okay? Так что давайте успеем за отведенное время. He does have left side, like you Так said. что у вас с левой стороной действительно не все хорошо, как и было сказано ранее. Скоренько приступаем к тестам. Нормально. Нет. So. Сейчас. There was a question. Why testing distances? Maybe say to him. Okay. Они еще его нет. Хорошо. So they made that clear. Fingers, hold the fingers. Держите пальцы. And you can get closer. Станьте ближе. Very good. Okay. So hold in, don't let hold. Вдох, не дышать. Less strong. Wait for patient. Подождите пациента. Pitch forward. Yeah, okay. Not biceps. Не бицепсом. Хорошо. Who made the question? On the extensors? Вы все понимаете, почему в этих тестах используется тест разгибателей? То есть лучше объяснить, верно? Better to explain. Okay. The first answer was no. Okay. What is she? Up. Хорошо. No, that's still down. Up. That's down. Watch. Okay. This way. Вот сюда. Нет. А вы туда тянете. Да. Pull. Up. She's pulling down on you. There's something wrong. Подожди, что-то не то, что-то не тянет. Okay. Moment. Сопротивляйтесь. She's weak already. Сопротивляйтесь. You see, she's weak. She cannot do this. So she's making you pull down. Watch. Она вас Oh, sorry. заставляет тянуть вниз. Сопротивляйтесь. See, she likes me to push this way Видите, ей нравится, because когда she я вниз resists. толкаю. Okay? So now find the weakness. Ищите слабости. She's weak in her extensors. You see, she's having much difficulty. Ей очень сложно делать это. See how it's weak? Yes. So you can't use this side. Use the other side. Можно ее сторону, да. So let's try this side. Сопротивляйтесь. This better. Это лучше. Okay, not good, but better. Тоже не очень хорошее, но лучше. Okay. So do we let Why them? extensions? Maybe we better let them. Стоп. See, iliac is not good. С Ильяком все хорошо. So it's maybe tickled. Может, щекотно? Okay, test. Тестируйте. Normal. Okay. Maybe not. Не хорошо. Positive? Let me see. Сопротивляйтесь. Oh yes. Сопротивляйтесь. Yes. And then сопротивляйтесь. Очень сильно. So, easy. Хорошо. Yes. На левой руке. Left. Which diaphragm? This? Диафрагма какая, левая? На правой диафрагме левая рука. Правая диафрагма.
That's okay, I can use the leg. Я просто Push up. через ногу буду сделать. Okay. No, выдох. Сопротивляйтесь. Вдох. None of them is possible. Ни то, ни другое не положить. Try the arm. А через руку. It should be the same, so this should be the same as this. Нога и рука должны быть одинаковые. Сопротивляйтесь. Выдох. Okay. You see my test starts here? Видите, я с пальцев начинаю, потом плечом уже здесь. You do it. Ну-ка, идите вы. Most of us. Does he write with right hand? Вы правша? So you very strong. Ну, знаешь, у вас очень сильная рука. Push. Подождите, ну давите сначала. Underneath. Yeah, make. Туда подкатитесь под... No, this. Well, first fingers, then shoulder. Сначала пальцами, потом плечом. Не, я начал. Ты почувствовал, что я пальцы начал? Давай, выдох. Ну да, это у меня... At least you find it strong. That's okay. That's Ну not. хорошо, что вы почувствовали, что она не слабая. Живок себе положить. Give yourself, yes. Держи, пуши. Сама лапу не сгибай. But did he have a reaction to the Реакция compression? была на компрессию у него? Нет. Была реакция первый раз, когда рожали, у меня сразу гипотония была. Еще раз не поняла. Там печень, связка печени. Первый раз без провокации вдоха выдоха была гипотония. To begin with, without inspiration, expiration, they just pressed the diaphragm and weakened. They thought it was liver, ligament of the liver. It probably wouldn't be Не должно быть печени. because it wouldn't weaken the opposite side extensor. Причем противоположной разгибательности этой печени. But it could be something else. Но может быть что-то еще. He's ticklish. Он еще щекотки боится. He's ticklish. That could be the problem. Может быть проблема в том, что он просто боится щекотки. So you can have him make fist Сделайте кулак. and touch your hand with fist. Touch my hand. Его руки касайтесь своим кулаком. And he's less ticklish. Видите, ему сразу меньше щекотки. See? So, сопротивляйтесь. It's not even the transverse abdominal. Даже не поперечные мышцы живота. Просто щекотка. Что еще? Found everything that proves the scoliosis practice. She has a little bit, yes. Да, небольшой есть. So she has diaphragm. А диафрагма тоже была положительна? Да. Oh, I don't have another bottle. She could, did you? Бутылочки-то у меня нет We еще. do that later. Ну потом. Tomorrow. Завтра. Если нету этих бутылочек вообще, да? Можно как-то In что-то absence of bottles, использовать? anything to be used? Yeah, a homeopathic for nosode bacteria, like the alpha omega. Do you know alpha omega? Знаете, алфа-омега, это наборы? M2, Они же там стимул... M1, M2, M4. Those ones. Or God drops. Боже мой. Божественные капли. Гипотоничную мышцу. Правильно? You say, for example, Например, да? that one's hypotonic? Потом она гипотоничная. But what is he trying to do? А короче, решите сначала, что вы хотите показать или о чем спросить. Можем ли мы через экстензор
выходить на проблемы периферические мышечной системы, получается, по типу... Мы сейчас отрабатываем практику или что делаем? Это просто ради любопытства. Мы же сейчас про диафрагму. По диафрагму тут ничего не происходит. Well, we can't test his theory on the diaphragm. We have to do Find out. Диафрагма, как диафрагма. Давай, Стивен, дави. No, it's no. No? The extensor muscle is only asking the central nervous system. Через мышцы разгибателя мы задаем вопросы центральной нервной системе. So if it's peripheral, Если проблема периферическая, with the nerves, то есть если есть периферическая проблема с нервами, the extensor muscle on the opposite side. That we can. будете смотреть противоположный разгибатель. Теория не сошлась. Дави на дело. Даем. Потом провоцируем. Челленджи. Дави. Здесь норм. Normal. But That's this only side, in one. we have fiber, получается. Вот и прямой. Дави. Сильнее. Хайпо. That's not hyper. Хайпо. Как гипотонично. Гипо. Гипо. Дави. Сильнее, сопротивляйся. Ничего, вообще ничего нет. Сопротивляйтесь. It's normal. Норма. Ну-ка еще It's раз. just less strong than that side. Менее сильный, чем с другой стороны, но нормальный But it's Дави. normal. Сильнее. He's Я просто pulling я very hard. перебарываю, да? Ask him how hard he's pulling. Давай так. Спросите свою модель, какую силу вы тянете. Yes. It's better. Why? Why is that better? Почему лучше так? Вектор правильный. Эффективность, правильно? No. You changed hands, right? Вы руки перекинули, верно? Да. You're much more sensitive with your left hand than you are your right. Гораздо более чувствительны, чем правая. Когда мы можем это сделать? Yeah, you see, well, until you learn to teach your right hand. Обучать правую и правую. It's very difficult for many people. Well, he's very right-handed, right? Вы очень выгодны профессионально. Ну, я в правую руку, да. So if you were going to arm wrestle me, which hand would you use? Oh, yeah, this one? No, because it's weaker. So Знаете, да, рука слабее. you are recruiting many of your muscles when you're testing him, Мышцы, когда тестируете. and you don't feel the difference. Чувствуете разницу. So to you it's weak, and to the patient, you've just ripped his Татьяна arm. Яковлевна, Последний вопрос, можно? Просто отрываете ему руку, не тестируете. Татьяна Яковлевна, в микрофон можно? В микрофон. Это примерно получается, если человек правша, то ему лучше тестировать левой рукой. Логично? Is that true that Большая часть. the right-handed people should use their left hands for testing? I'm right-handed. Я правша. I can use both. Я работаю обеими руками. So you should, a right-hand person should teach his right hand to be less powerful, Господа, послушайте, потому что всех касается. Люди, and the left алло, hand гараж, somewhere between. послушайте все, потом знать не будете, будете переспрашивать. Because Второго дубля не будет. you recruit less muscles in your non-dominant На arm. самом деле, когда тестируете мышцы, если есть сомнения в том, правильно ли вы тестируете, правильно ли вы обнаруживаете слабость, где ее, может быть, нет, задайтесь вопросом, может быть, вы слишком, очень выраженные, правша или левша. То есть, если вы тестируете всегда доминантной рукой, имейте в виду, что, может быть, вы включаете слишком много и активно мышечных волокон, и доминантная рука утрачивает чувствительность в мышечном тесте. То есть обучайте обе руки или, по крайней мере, пробуйте тестировать не доминантной рукой. То есть об этом задумайтесь. Может быть, вы просто доминантной рукой пересиливаете мышцы. Job done. I agree. Whatever you say. Test the left one with the left one and the right one with the right one. Было ли бы логично тестировать левую руку пациента, то есть не доминантную руку пациента своей не доминантной рукой, а доминантную доминантной? In reality, this is why I'm making you test both sides.
Но на самом деле я потому и пытаюсь вас заставлять тестировать обе стороны. By the end of the weekend, you will feel that difference. Чтобы вы действительно к концу семинара научились работать руками более чувствительно, чтобы ощущать разницу сопротивления, а не только способность мышц сопротивляться или So неспособность it's just a matter в of ответ на learning. активацию ваших мышц. And То on есть your только дело dominant еще в side, чувствительности, а не только в мышечном сокращении с вашей стороны. on your dominant side, take a contact that is less strong. И доминантной рукой работаете не так сильно. Ну, то есть контакт не должен быть таким же ярым доминантной рукой, как на недоминантной стороне. Конечно. Если мы говорим о реактивной мышце, собственно, упоминалось, мы знаем, что реактивная мышца выключает нормальную мышцу, организм нормально восстановлен. So the question is about reactive muscle. We know that the reactive muscle is capable of switching off the normal muscle. An antagonist or Ну да, да. Может быть такое, что реактивная мышца, наоборот, будет включать гипотоничную, как компенсаторный механизм Is работы. it a possibility that the reactive muscle will switch on the weak muscle, the hypotonic muscle, as a compensatory mechanism? switch on. Yes, make it stronger. That doesn't make neurophysiology sense. Нейрофизиологически это полная бессмыслица. Can't do that. Так не может быть. It can only inhibit. Только ингибиция возможна. It only increases the contractile and strength within the muscle in which it is found. То есть только там, где обнаруживается этот паттерн, происходит включение контрактильной активности. So it will have no facilitatory effect on То the есть other никакого muscles. No. фасилитирующего эффекта быть не может. That makes sense, right? Это разумно, Simple. верно? Yeah. The motor component to the different muscles comes from the brain. Двигательная реакция мышц идет из мозга, верно? That makes sense. I can contract both agonists and synergists at the same То time, есть, ведь возможно вполне but I don't включить move и anywhere. Stuck. агонист и антагонист, но дальше движения-то никакого нет, потому что мышцы не позволяют движения. То есть тесты проводить невозможно в таком случае. Now the question was, and we'll have to go, Ну и еще был задан один вопрос, давайте на него ответим до завершения занятия. does ECT correlate with fascia? Is that a CCT with trigger. Trigger? Would you answer the question why testing extenses? no, I didn't, did I? So you didn't. Well, that takes longer. So tomorrow. So tomorrow, yeah. Значит, господа, сначала скажем, что завтра будет ответ на вопрос, почему мы тестируем разгибатели, потому что сейчас, ну, во-первых, все устали, во-вторых, ответ не будет кратким. Поэтому с этим проживите до завтра. The question was, though, А пока ответим на другой вопрос. can CCT be a reactive muscle? Какой был вопрос? Can a positive CCT be a reactive muscle? Yes, you're right. Еще раз. Может быть. Возможно ли, что CCT это проблема реактивной мышцы? It can, yes. And it is. Да, так и есть. So when you find a positive response in contraction, Когда находите положительную реакцию в сокращении, there is a very good possibility that that could create reactive pattern. очень высока вероятность того, что провоцируется реактивный паттерн. However, Но при этом that is only when there это is справедливо только тогда, increased contractile tonus, когда речь идет о повышенном контрактильном тонусе. not decreased. И это не касается случаев снижения контрактильного тонуса. So you can get a positive test То есть вполне возможен положительный тест when the сокращений, psoas muscle когда поясничная мышца has too little tonus in contraction, характеризуется недостаточностью тонуса в сокращении. as well as too much tonus. И точно так же может быть такая же реакция при избыточном тонусе. So if your weakness response is with too little tonus, that can't be a reactive muscle. Если реакция возникает тогда, когда тонуса недостаточно, реактивным паттерном это быть не может. Do you understand that? Это вы понимаете, верно? Because if По-моему, неверно. it has too little tonus within itself, То есть если в самой мышце тонуса недостаточно, it's not going to signal to the antagonist to она не может никакого толкового сигнала послать антагонисту и изменить его реакцию. So Верно? that one would not be a reactive pattern. То есть реактивного паттерна в этом случае при недостаточности тонуса сокращения быть не может. Что? Does that make sense? Please You have to think about it. Поживите с этим. And
An ECT, on the other hand, cannot be a reactive muscle. С другой which is стороны, right, тонус эксцентрического сокращения паттерном реактивной мышцы быть не может по определению. because the reactive muscle happens after contraction, not Потому after что реактивная extension. мышца появляется после сокращения, а не после удлинения. Is that correct? Верно? Everybody understands that? Okay. Да, нет. But neither can it be fascia. Но ни то, ни другое не может быть связано с фасциальным поражением. Because the fascia is not stimulated by compression. Потому что фасция не стимулируется компрессией. What stimulates fascia? Чем стимулируется фасция? Stretch. Stretch. Растяжением. I saw you. Я видела это движение. Stretch. So compression does not stimulate Компрессия fascia. фасцию не стимулирует, поэтому в этом случае фасция речь не может идти вовсе. So it doesn't. You know, you can stretch a muscle Можно растянуть мышцу, and TL over that muscle, сделать терапевтическую локализацию в области этой and мышцы. if it weakens a strong И indicator если muscle, ослаблен сильный индикатор, not just extensor but а не strong только indicator, не разгибатель, а просто сильный индикатор, that's probably fascia это, скорее всего, фасция, because you're stretching it and turning on. потому что вы ее растягиваете. Does that make sense? Это понятно, верно? But it probably wouldn't make with the pressure. С давлением вряд ли. Okay. Все. У меня есть подозрение, что он может. ECT. И пояснично-подвздошная ECT. Okay. Yes, there was ECT and diaphragmatic ECT. Нет. Дыши. Нет, не вздыхай. Так, поехали. Глубокий вдох. Работаем. Выдох. So it was выдох. На выдохе было? Выдох. I don't find it. Я не нахожу. And she has no pain either. Не болит ничего. Usually when positive there's Обычно, когда реакция положительная, есть еще и болевая реакция. He's very strong man. Let me see. Okay, breathe in. Дайте я попробую. Okay, not too bad. She had positive Плохо на test, самом right? деле. So, but this shows duck. Okay. Ooh, ball. That's pain. Now, watch here. Смотрите сюда. Breathe. Okay, out. Okay, breathe. This one stopped, this one continues. Видите, правая сторона еще дышит, а This левая stop first, прекращает. this keeps going. Yeah? So we think maybe this bad one. But positive here. То есть мы думаем, наверное, левая сторона дисфункциональна, но только справа. Okay? Вдох. Выдох. So when this goes out further, То есть когда раскрытие идет больше, keeps going, this stop, this keeps going. поняли, да, что левая сторона уже не дышит, а правая еще продолжает. This positive, Значит, вся проблема должна быть с левой стороны. but it's okay. But this side is positive. Просто помните, что сейчас реакция положительно справа. So is her problem the side that stops И тогда вы себя спросите, где проблема? На той стороне, которая перестает or the раньше side that дышать? keeps going? Или на стороне, которая продолжает дышать, когда уже вроде пора бы остановиться? Which side is her problem? Где проблема, как по-вашему? Там, где остановилась. Why it stops before the other one? That's, you have to ask yourself that question. На самом деле такого простого ответа быть не может. Надо задаваться этими вопросами. Does this normally stop? Is this stopping normal? То есть вот эта ранняя остановка нормальна? Or is this not stopping? Или Not нормальна normal? та сторона, где еще идет дыхание? We don't want to go Нельзя far. сразу бросаться делать So we выводы. see asymmetry. Мы просто с вами увидели асимметрию. Which side is not functioning? Какая сторона не функционирует? The side that goes further. Сторона, которая пошла дальше. Но она больше работает. But it looks working better.
we assume. Это мы предполагаем, что она работает лучше, потому что пошла дальше. This means from what we've seen То есть на основе увиденного and what we've tested, и протестированного. what kind of tonus does this have? Какой это тонус? Это получается Его слишком много или слишком мало? слишком много. Too much. No. Понижено, да. Его недостаточно. И поэтому мы Нет, да. Все понятно, понятно. it's weakened. It allows it to move out too far. То есть ребра просто уплывают слишком далеко. Make sense? Разумно, So верно? that's interesting because she's different than everybody else. Видите, она совсем не такая, как все остальные. Это уже интересно само по себе. She's a girl. She has the right to be different. Но она девочка, и у нее есть право быть не такой, как все. Now, well, let's find the psoas first. Давайте посмотрим поясничную. Psoas. Iliacus. Then. Iliacus. No face change. She Выражение always лица look не face меняется. change. Я всегда слежу за выражением лица. Вы смотрите за Ничего. лица. Oh, we can do that too. Давайте вот так попробуем. Usually, no face change. I don't То worry. есть обычно, если лицо спокойное, я уже не продолжаю. Чувствую боль, но она слабая. So there is something, but it's weak. Oh well, it's a sensitive area. So В любом случае, это чувствительная область тела, поэтому... А вот это здесь боль. that's pain. Вот так Same side выглядит as боль. this. Видите, та же самая сторона. So this is pain. Это боль. Oh, Ближе лягте. watch face. За лицом следите. Нет, Much better. Намного лучше. So the probability of what type of reaction will she Какая, have? скорее всего, эта реакция? Yes. Да, верно. CCT, Тонус концентрического сокращения. very sensitive. Видите, насколько чувствительно? Очень слабая. So what does she probably have? Что у нее, скорее всего? A reactive muscle Реактивная мышца. that is inhibiting what? С ингибицией чего? The diaphragm. Now we have our answer, right? Вот и ответы на вопросы. So if we have her touch here Коснитесь. and ask what happens, Давайте поглядим, что будет. stops. Вот и не уплывает уже. So what does she do? Что ей Walk делать? around like this. Вот так и ходите. Пальцы в брюки и ходите. But that's very important, you see. Видите, насколько важно. Stops, same time. Останавливаясь, Interesting. движение одинаково с обеих сторон. Yay, okay. Вот так. Доброе утро! Did you sleep well? Что, только два человека слышали, что вам сказали доброе утро? Хорошо спали. I hope everyone slept well. Начиная с четвертой парты меня не слышно. Are you ready to translate? Слушайте, вы чего, ей-богу? I'm translating Oh, okay. another one. It's going to be worse today. Worse than what? Yesterday. Okay, already. Ребят, просыпайтесь, правда. Ну давайте как-то, чтобы атмосфера была рабочая, а не сонная. Before we begin, are there any questions or comments with respect to yesterday? Есть ли у вас какие-то вопросы по вчерашней программе, прежде чем мы продолжим? Слушаю вас. Я хотел узнать, мы вчера же у девочки нашли положительную терапевтическую локализацию на шейном отделе. Если бы основная дуга была в поясничном отделе, возможно, что она была локализована именно там же, либо ее были другие места расположения по отношению к поясничной дуге. So yesterday we found a TL, a positive TL on the neck with a patient, Kate. Oh, okay, yes. So if the prime scoliotic curve was in the lumbar spine, do you think it could be reflected in the neck, or it could be anywhere in the body? Well, if the primary curve was in the lumbar spine, could you find TL somewhere else, or primarily in the neck? Well, I'll have to answer the question a little bit differently. Мне придется ответить несколько иначе. Everybody heard the question? Все слышали вопрос заданный? So Да? repeat it. No. Repeat it. Because they didn't hear it.
Повторите, пожалуйста. Вот мы вчера, Кем? получается, нашли терапевтическую локализацию положительную у девочки на шейном отделе по отношению к проблеме на аттракционное воздействие. Если бы была дуга в поясничном отделе, то терапевтическая локализация могла бы также на шейном отделе, либо она могла располагаться на других отделах. Возможно, селезенка, тимус, малая грудная мышца. Именно меняется ли отношение, либо может быть во всех местах тела, либо могли бы указать основные места, куда мы могли налаживать локализацию, чтобы наверняка быстрее ускорить процесс поиска. So just, Is that a question or a yeah. lecture? No, Джозеф спрашивает, то был вопрос или лекция? That was a question. Okay. So once again, you found TL on the neck. Where else would you search? Are there always? So there are no places that you can say, look first here, there, and somewhere else. If the curve is in the lumbar spine. I look to the neck based on experience. Ну, во-первых, первый ответ. Терапевтическая локализация может быть где угодно. Надо смотреть шею по опыту. Because when I developed this technique, I had no idea where. На самом деле, когда я разрабатывала эту технику, у меня не было никакого представления, на что я выйду в итоге. But to answer your question more specifically, Но отвечая на вопрос более специфично, we always have to reflect должен сказать, что надо всегда размышлять. On the therapy localization. Надо думать о терапевтической локализации. Dependent upon what I will call the point of departure. С точки зрения, я называю отправной точкой. Or your point of reference. Или точкой отсчета. So what was our point of reference? У нас точка отсчета была что? That made us Что заставило нас? make the decision to ask the body from where does it come? Что заставило нас обратиться к телу с вопросом, откуда это исходит? Before you stop, can you ask that guy that's standing up a question? Тимур, вам вопрос. Does he have another pair of shorts I can use? У вас нет еще одной пары шортов, чтобы я тоже мог одеть шорты? А то жарко очень. Too late. He can give you his. I've got pair of shoes in my room if you wish. Я говорю, у меня есть пара шортов в номере, могу одолжить. It's easier, people have scissors. You can sacrifice your Tomorrow I jeans. teach in my underwear, okay? Завтра приду в нижнем белье. Is this a promise or a threat? Это была угроза или обещание про нижнее белье? Okay. It depends on your point of departure. Мне отвечает, в зависимости от того, где у тебя точка, где у тебя отправная точка. Returning to the premise, the premises we have in applied kinesiology that are important. Ну, давайте оттолкнемся от того, что в прикладной кинезиологии нам действительно насущно важно. So, what did we do that led us to the point of therapy localization? Что подвело нас к необходимости выполнить терапевтическую локализацию вчера? Reaction to stretch, to straightening. An abnormal or a positive muscle test. Ну, то есть положительная реакция на выпрямление. Do we conclude from that? Делаем ли мы какой-то вывод на основе этого? Of course. What do we conclude? Какой вывод? Хочет или не хочет, нарушена нервная система, So the vision of the body is distorted in the brain. The body doesn't want to be straight. Let's make it simple. Давайте ничего не усложнять. Because remember the muscle test. Я сказал. The muscle test is yes, no. Помним, да, что мышечный тест дает ответ да, нет. Okay? It's nothing else. Ничего более мышечный тест не говорит с собой. Read into a muscle test response more than it is begins to lead us into directions that are not viable. Понимаете, если вы пытаетесь мышечный тест, то есть вложить в мышечный тест больше содержания с точки зрения его ответа, чем он содержит, вполне повышается риск пойти по кривой дорожке.
So the person's body or Kate's body said, no, I don't like that. Тело Кати просто сказало, нет, мне так не нравится, ничего больше. And then we say, but that's not normal. Мы себе говорим, но это ненормально. Why does she not accept that? Почему тело не принимает выпрямление? So for us to answer the question why, Ну и для того, чтобы получить возможность ответить на вопрос «почему?», we use therapy мы localization. используем терапевтическую локализацию. So to come back to your question, Мы возвращаемся к вашему вопросу. at this point it has nothing to do with the curve. На самом деле, на этом этапе то, что мы делали, не имело никакого отношения к самим дугам искривления. Because the whole spine Потому что весь позвоночник сам по себе комплекс, находящийся в компенсациях по каким-то поводам. And am I answering this question? Я отвечаю потихоньку на ваш вопрос? Is there something that, am I getting off track? Или я сошел с рельсов? From what I understand from the long discourse, I'm trying to answer this Now question. we go the right direction. Oh, okay. So, and this is important for all of the steps we do in applied Причем это kinesiology. очень важно для всех этапов, какие бы мы ни предпринимали в прикладной кинезиологии. So, knowing what we talked about yesterday, И зная то, о чем мы говорили вчера, why did we start there? Why did we start by stretching the spine? почему мы начали с or выпрямления compressing it? позвоночника или с компрессии позвоночника? Почему мы начали именно с этого? To know if the further efforts will be efficient. Will be effective, yes. Yes. Да, So, конечно, чтобы узнать, будет ли эффективна вся последующая работа. I think this is important for us Мне кажется, это чрезвычайно важно. to understand that most of the efforts we have done in the years before, Очень важно понять, что очень многие наши усилия из прошлого for a large part, have been met with failure в значительной части были неудачными, because the body doesn't want to change. потому что тело просто не хотело меняться по нашей воле. And I think this is an important step. Мне кажется, for это us to чрезвычайно realize. важный этап. И очень важно это понять и, по-русски я бы сказала, зарубить себе на носу. So, no one that I know of in any health field Никто из тех, кого я знаю, ни в какой сфере знания о здоровье asks this question. не задается этим вопросом. Do you want to change? Никто не спрашивает, а ты хочешь измениться? It's we make it a decision for the body that you must change. То есть фактически мы принимаем за тело волюнтаристское решение. Мы решаем, что тело должно измениться. And slap the body. You have to change. Буквально. And it's that's why this has been so has been an eye opener for me. Ну, по сути, вот, так сказать, это откровение явилось для меня таким этапом, который раскрыло мне глаза на истинную суть вещей. Now, that's the reason why we started with that. Вот поэтому мы с этого начали. And Kate was very classic, thank Причем, God, слава Богу, Катя представила собой классический случай in her response. в ответах на наше тестирование. Although she hadn't had any kind of therapeutic intervention from what I understood. Хотя на самом деле, насколько я понял, ее толком никто и не лечил. They allowed it to just progress to the 3rd degree. То есть просто дали возможность девочке дойти до 3-й степени сколиоза. And that's like crossing your fingers and То есть praying это that. держали кулачки и надеялись, что дело далеко не зайдет и плохо не будет. So that's a very good first step. То есть это чудесный первый шаг. Now, when she comes back on Monday, one of the things that And TL on the neck. and the TL on the neck, okay. The TL on the neck is based on experience. Но еще раз скажу, что терапевтическая локализация на шее – это результат опыта. And that means that just like your question, I had the same questions years ago. И точно так же, как вы мне задаете сейчас этот вопрос, я задавался этими вопросами в течение многих лет. So remember, therapy localization means just that. Помните, терапевтическая локализация сама по себе больше ничего не значит. It's where the body wants
therapy Она просто показывает, где телу хочется испытать какие-то изменения, на каком участке тело готово полечиться. based on the question you have asked. Конечно, в ответ на тот вопрос, который вы ему задаете. So this is obviously only one part. Но это только одна часть всей картины. So when I found this reaction on scoliosis patients, Когда я стал обнаруживать эти реакции у пациентов со сколиозом, and I must admit that it's only with idiopathic. При этом должен признаться, что такие реакции я получал только в случаях идиопатического сколиоза. Or juvenile or adolescent. То есть либо ювенильный, либо подростковый идиопатический сколиоз. If you have a scoliosis in the thoracic spine but not the lumbar, Если сколиоз в грудном отделе без поясничного отдела, or the lumbar not the или в thoracic, поясничном отделе без вовлечения грудного отдела, you don't usually find this. как правило, таких реакций уже не обнаруживаешь. So this is an extra interesting finding. Так что это просто еще одна интересная находка на данный момент. Okay, and I searched using the magnet. Я проводил поиск магнитом. And at the beginning, I would find the mastoid process Поначалу чаще всего реагировал сосцевидный отросток of the cranium of the temporal bone. височной кости черепа. And knowing from the research that it was very likely that we have an immune response, Ну а зная на основе проведенных научных исследований, что вполне вероятно мы имеем дело с иммунной реакцией, I wanted to eliminate any possibility of an immune problem мне хотелось, конечно, исключить любые влияния со стороны иммунных проблем, before assuming that it could be just mechanical or прежде structural. чем полагать, что проблема сугубо механического свойства. And understanding that if it was only structural, И если проблема только структуральная, we wouldn't be here today because they would be corrected easily. вы бы очень легко корректировали такие сколиозы, и мы бы с вами не собрались на это занятие. So we know that structural intervention is quite spurious. Do you know spurious? It's quite random in effect. Ну, по сути, такие механические коррекции зачастую весьма беспорядочные, случайные. And I believe that sometimes and like I said yesterday, the TL was with the North Pole. И вчера, помните, я сказала, что терапевтическая локализация была Северным полюсом. And the North Pole definitely tells you what? Северный полюс о чем гласит? It's metabolic. Что проблема метаболическая в своей природе. There is no way that the North Pole indicates a primary structural То есть problem. никоим образом Северный полюс магнита не может указать на первичность структуральной механической проблемы. So the fundamental or the basis of the compensatory reaction in these patients То есть основа компенсаторной реакции, is, I believe, immune system and на мой взгляд, maybe genetic immunity. лежит в состоянии иммунной системы и в генетических предрасположенностях формирования иммунной системы пациента. So to save time, I went to the neck right away yesterday. Просто чтобы сэкономить время, я сразу поставил магнит вчера на шею. But it could be anywhere. Rarely, Let's say neck is number one by your experience. What is number two? head and neck spine is number one. Значит, если уж я привязалась, я говорю, если шея первая в приоритете, то что второе? Вот Джозеф говорит, первое, тогда я бы сказал, голова, шея, позвоночник. To tell you the truth, I've never found a number two. А если быть совершенно честным, то второго номера, второго пункта я ни разу не находил. The lymph, for example, Лимфа, например. and I showed the localization to the lymph on Kate yesterday. Я вчера на Кате показывал терапевтическую локализацию лимфатических зон. I went to the stomach, I believe, as well, the gut. Ну, по-моему, желудок я смотрел вчера. I have never found that. На самом деле я пробовал, но никогда не находил положительных реакций на этих участках. So it makes more sense И на мой взгляд, это выглядит достаточно осмысленно. that when we TL to this area, Когда мы делаем терапевтическую локализацию вот на этой области, might be a metabolic reaction in the dura, то есть вполне возможно, мы сталкиваемся при положительной реакции с метаболическими изменениями твердой мозговой оболочки and or the spinal nerves, или спинномозговых нервов. which research indicates this is a very good likelihood.
И современные исследования как раз говорят о том, что вероятность такого предположения весьма высока. Ну, то есть вероятность таких исходов весьма высока. And that's what I found. Это на самом деле подтверждено моими исследованиями. I believe we have 2 other patients today. Is it today? Yes. У нас сегодня 2 еще пациента, да? По-моему, сегодня. Я не знаю. Today. Today, yes. Сегодня, да, люди, кто приводит пациентов? Вы же должны знать. И еще один, да? 2 пациента. Okay. And we'll try and do the same protocol. То есть мы попробуем еще раз на них отработать протокол, пройти всем протоколом. And see if we find some other area that therapy localizes. Посмотрим, обнаружим ли какие-то другие области, которые дадут положительную терапевтическую локализацию, как вчера у Кати на шее. So if I haven't answered it totally, tell us later, and we'll move from there. Ну, то есть, на самом деле, посмотрим, как пойдет дело, и будем отталкиваться от того, что есть. I love questions. Я очень люблю вопросы. The first time in Russia when I remember in Междуреченск. Припоминаю первый свой приезд в Россию в Междуреченск. They would say questions. То есть взлетали руки, люди по-английски говорили слово «вопрос». Questions means you're thinking. I like that. А если у вас есть вопросы, значит, вы думаете о том, что слышите. Мне это очень по душе. Questions that I can't answer, I like even better. Но еще больше я люблю вопросы, на которые у меня нет ответов. Because you might think I'm God up here. А то, знаете, вы меня можете тут возвести в ранг божества. In a certain way. Ну, по сути, может быть, отчасти. But even God made mistakes. Но запомните, что даже Бог ошибается. He should have never planted that apple tree. Зачем, с какой целью он посадил эту яблоню и сказал Адаму с Евой, не трогайте это яблоко. Зачем он это сделал? Так что я сам допускаю очень много ошибок и очень люблю. That was not a mistake, that was a temptation. I'm here to tempt you then. Ну что же, давайте буду искушать вас дальше, раз это была не ошибка, а искушение. Have that question, I want to answer something that was made yesterday just at the end. Сейчас одну секундочку, прежде чем я отвечу еще на ваши вопросы, закончу отвечать на то, о чем вы спрашивали меня вчера. And the most intelligent person here, Tatiana, told me about it. Yes. Cameraman asks you not to stand here. Я говорю, здесь не надо стоять, не потому что я не хочу, а потому что камера вас не видит, видит только ваш затылок, стойте от меня подальше. So, somebody asked about, was over here. Makes no difference. About the fascia. And extensor muscles. Why we test extensors? No, the fascia. Why it's challenging with the... Значит, вчера задавали вопрос о фасте, верно? Помните? Ну и вчера мы закончили этот разговор о фасте, вы все стояли, слышали разговор. And Tatiana said, well, the fascia is stretched if you push on it. Значит, Джозеф ответил вчера на этот вопрос, что нажатием на фасцию вы ее не растягиваете, а фаста провоцируется растяжением. Поэтому, нажимая, вы фасцию не провоцируете. Ну, мне хватило ума, я тихонечко потом к нему подошла, чтобы никто не слышал, никого не будоражить. Я говорю, подождите. Если вы возьмете, ну скажем, резинку, надавите на нее в середине, она растянется в обеих своих частях, которые будут вправо и влево от пальца. Он на меня посмотрел, остался очень недоволен, вот теперь отвечает на этот вопрос. И она тянется за счет давления, как же она не растягивается? Did I say that much? No. I'm paid for talking, so. Okay. So what did you say? That I asked the question, if you push on the fascia, it will be stretched. It does stretch, but it's not enough. Нет, растяжение фасции при надавливании, конечно, есть. Я не хотел сказать, что его нет вовсе, оно есть, но его недостаточно для того, чтобы спровоцировать реакцию фасции. Фасция должна быть растянута больше. And the spindle cell is inherently coupled to the cerebellum. А клетка нейромышечного веретена неразрывно связана с мозжечком. And the fascial reflex, even though it is registered by the central nervous system, а при том, что фасциальный рефлекс регистрируется центральной нервной системой, is more local spinal protective, okay? Он все-таки в большей степени защитный спинномозговой, местный. So at the first order synapse in the spine, то есть в области синаптических связей первого уровня в позвоночнике, just like the Golgi tendon reflex, точно так же, как сухожильный рефлекс Гольджи,
will inhibit the muscle in which произведет ингибицию мышцы, the tissue is found. в It will either the fascia, которой находится ткань. Перевела дословно, не поняла, что сказала. independent of the Golgi or the fascia, they will inhibit the muscle in which they are found. То есть не важно, что это фаста или сухожильный орган Гольджи, произойдет ингибиция мышцы, в которой эта ткань находится. So this reaction is more local than central. То есть реакция гораздо более локальна, чем центральна. And it is a protective mechanism. И это защитный механизм. So even though you push on and you pass through the fascia with your Так что, несмотря на то, что для того, чтобы надавить на зону веретена, ты фактически должен давлением пройти слой фасции, невозможно получить реакцию с использованием противоположного разгибателя. So that's the better answer than yesterday. Вот сегодняшний ответ, наверное, лучше вчерашнего. Does everybody understand? Все поняли, о чем я говорю? So to get the лучший ответ такой. To get the opposite side extensor, для того, чтобы получить реакцию противоположного разгибателя, you have to have that input into the brain, into the cerebellum. Должен быть посыл информации, посыл сигнала в мозжечок и мозг. That creates that discoherence. В результате чего возникнет та самая рассогласованность. Yes, question. Ваш вопрос, слушаю. You don't have to say. Совершенно не обязательно вставать. 2 раза в своей практике сталкивался с такой вещью. Травматический сколиоз. Возраст. Возраст порядка от 20 до 27 лет. Да. So traumatic scoliosis, age from 20 to 28, whatever. So 2 cases in his practice. И в обоих случаях наблюдалась аллопеция на голове. In both cases, people were losing hair. Interesting. Интересно. Есть связь или это случайное совпадение? Do you think this is just random observation, or there might be a connection? Well, when the spine started curving, то есть когда позвоночник начал искривляться, it was pulling on the dura and sucked the hair inside. Твердая мозговая оболочка натянулась и волосы затянуло внутрь. That's a good one. I haven't heard that one. I would imagine that the loss of hair. Я бы предположил, что аллопеция, облысение, like the scoliosis development following trauma. Так же, как и развитие сколиоза как следствие травмы, and this is my hypothesis, это моя гипотеза, is that it came from the body was subject to enormous stress. Является следствием того, что тело просто было подвергнуто очень сильному стрессу. Probably biomechanical and visceral. Скорее всего, и биомеханическому, и висцеральному. And we know bodies under enormous stress мы знаем, under enormous stress can lose their hair. Что в состоянии сильного стресса человек запросто может облысеть. Причем в мгновение ока. Without seeing them, that's the best opinion I can have. Честно говоря, не видя пациентов, это лучшее, что я могу сказать вам в ответ. Was the trauma significant? Травма была действительно сильной. Да, упала с турника на затылок. Yeah, falling down, doing sports, hitting the occiput. Yeah. Oh, hitting the occiput. Ах, еще затылком ударилась. Okay, then that's cranial. Ну тогда все еще краниальные прелести. Yeah, that's not cranial, brain trauma. Так это еще травма мозга, а не только травма черепа. There's a good technique that we've developed for evaluating that. Ну, у нас есть, так сказать, техника для оценки таких состояний, очень хорошая. But that, unfortunately, is another day. Но это совсем другая история. But I'm pretty sure that trauma must have been so severe. Но я действительно на данный момент могу с уверенностью сказать, что травма была настолько сильной, что просто активировалась цепь стресса в головном мозге. She was on the bar. She was a very high level, though, I mean. Но все-таки это, наверное, уже спортсмены. Нет, она вообще не спортсмен. No, she's not an athlete. She was just doing exercises. Oh, okay. So sometimes life-changing injuries can be, well, not sometimes. Life-changing injuries always cause stress. Ну, а потом, знаете, травмы, которые меняют, так сказать, жизнь человека, всегда несут в себе элемент стресса. Sort of like
me? Never mind. Okay. Does that? Как Let's move on. заключение брака? Oh shit. Надо женить. У него пунктик. Или не надо? Надо обязательно. Если повезет, будет счастливым человеком. Ключевое слово «если». How many of you have heard of Elizabeth Taylor? An actress? Yes, Elizabeth Taylor. Everyone. Джозеф спрашивает, кто слышал имя Элизабет Тейлор? Я говорю, вы имеете в виду актрису? Он говорит, да. Я говорю, все слышали. Он говорит, ты не умничай, а их спроси. Not everyone. Поднимите руки, а то он говорит, что я была не права. Пожалуйста. Спасибо. How many times was she married? Сколько раз она выходила замуж? Я говорю, всю лекцию давайте читать. Хватит этот пунктик. 7. Девочки, не ссорьтесь. I'm trying to catch her. Okay. Не цепляйте его на этих темах, иначе мы к лекции не перейдем. Okay. Поверьте мне на слово. God shouldn't tempt me. Бог не должен был меня искушать. I love apples. Okay. Why the extensor muscle? Теперь, почему мышцы-разгибатель? Вчера был задан вопрос, почему в последней практике мы использовали именно мышцы-разгибатели, противоположные разгибатели, opposite extensors. What is so important with your accuracy and applied kinesiology? Значит, я все время не устаю подчеркивать важность точности соблюдения процедур в прикладной кинезиологии. Is your challenge specificity? Специфичной должна быть провокация. The camera sees only your... This will be spread around all of Russia. It has been spread around already for 25 years, you know? Он говорит, теперь это будет по всей России. Я говорю, это по всей России уже 25 лет. Поэтому... I'm still standing. Okay, let's go. Татьяна Александровна, скажите ему что-нибудь. So, opposite extensors. Your accuracy or Значит, всегда речь идет о точности исполнения тех процедур, к которым вы прибегаете. В первую очередь, это касается провокаций. Two major things: the accuracy of your challenge or the specificity. То есть специфичность и точность провокации как неотъемлемый фактор точной работы. And which muscle or muscles you choose. И выбор мышцы или мышц to be your indicators. В качестве индикаторов. Rarely with many of the things that we are discussing in now and in the future. Достаточно редко в наших обсуждениях и сейчас, и, наверное, в будущем. Is the problem immediately evident by Проблема мгновенно выходит на поверхность после первого мышечного тестирования. So the older or more chronic the problem, чем более хроническая, чем более старой является проблема, the more difficult it is for us to assess the patient тем using сложнее simple muscle tests. Диагностировать состояние пациента, используя простые мышечные тесты. So this means we are required to open up the door or open up the window. А это значит, что нам надо уметь увидеть дополнительные двери, суметь их открыть окна, за которыми скрывается истинная информация о состоянии пациента. So that's asking the question is the challenge. Вот это задавание телу вопросов и является провокацией. So in reality, most challenges should be tolerated by the patient. На самом деле, так, в норме, условно говоря, условно используя слово норму, предлагаемые провокации должны телом хорошо переноситься. And if they're not, если нет, we ask why, just like мы тогда спрашиваем, а почему тело не принимает предложенную провокацию, так как мы сделали вчера. When we use the extensor muscle, когда используем мышцы-разгибатели, so if I use this extensor, the middle trap, ну, допустим, если в качестве разгибателя я использую среднюю порцию трапеции, I might be asking whom? Кому я задаю вопрос? Вполне вероятно. Whom am I asking с кем я разговариваю? To respond? От кого я жду ответа? In this muscle. CNS.
could be the central nervous system. Вполне возможно, центральной нервной I'm системы. asking the muscle itself. Но я же задаю вопрос самой мышцы, One верно? other. There is a relationship between muscles and А еще кому я задаю вопрос, есть связи между мышцей и чем? Viscera. organs, right? Which organ? Какой орган в данном случае? Spleen. Spleen. Yes. So we have three areas that might, or three responses. То есть, по сути, в этом тесте нам, кажется, трое могут ответить. So when I bring Если the селезенка, arm иммунная система. down Когда я and опускаю forward, руку ниже и вывожу ее вперед, I'm not isolating as much the spleen-related muscle. я уже фактически не полагаюсь на мышцу, как на ассоциацию с селезенкой. And I'm hoping that it's the CNS that responds. И ожидаю в таком случае, то есть надеюсь на то, что селезенка промолчит, а центральная нервная система ответит в первую очередь. And the reason is very simple. Причина на самом деле очень проста. Which muscle is associated with the brain in applied В kinesiology? прикладной кинезиологии, то есть по мнению прикладных кинезиологов, какая мышца ассоциирована с мозгом? Supraspinatus. Yes. very good. Надосная, совершенно верно. But it's crap. Но это чушь. That muscle has nothing to do with the brain. Эта мышца не имеет никакого отношения, ничего общего с мозгом. Any more than a deltoid or a subscap or something. А если имеет какое-то отношение, то ничуть не больше, чем все остальные мышцы, включая подлопаточную, дельтовидную и все прочие. So to hold on to these beliefs from the past that aren't То есть мне кажется, не совсем правильно держаться за то есть вцепиться зубами и держаться за то, во что мы верили в прошлом. doesn't make a lot of sense. Ну просто потому что при современном знании это утрачивает смысл. The muscles that help us to evaluate the brain specifically and generally Мышцы, которые позволяют нам оценивать состояние мозга специфично и в целом, are the extensors. это мышцы-разгибатели. So in 1995, В 1995 году I was living for several weeks with a friend of mine in Italy. я несколько недель со своим другом провел в Италии. He was following advanced neurology courses. Он учился на курсах усовершенствования по неврологии. And he had 5 or 6 old videotapes И у него было несколько старых видеопленок. on this neurologist who was speaking about sports medicine and neurology. Неврологи рассказывали о неврологии в связи со спортивной медициной. And he said, watch these, and I did. Он мне предложил посмотреть некоторые видео, что я и сделал. What this neurologist continued to say and repeat Значит, выступавший невролог не уставал повторять, was that we as people are dependent что мы, люди, зависимы on non-volitional, от непроизвольных, unconscious неосознаваемых, то есть неосознанных, afferents that come up from your body and афферентов, enter the brain. которые поступают от тела в мозг. And he talked about the quality and the quantity. Он говорил о качестве и количестве этой афферентной информации. So this is an important concept for us to. Для нас это чрезвычайно важная концепция. Something neurologists have known since the 30s, early 1930s. Много из неврологии мы знаем еще с 30-х годов 20 века. Very basic principles in. Да, самые простые принципы. So what they talk about is frequency of firing. Никто не устает говорить о частоте посыла сигнала, The frequency который играет большую роль, and the quality. и о качестве сигнала. So this works И все это работает. to help maintain our ability to stand upright. Работает, помогая нам сохранять прямостояние. So if we have a lack of quality and frequency of firing on Если our частота left, и качество посылаемого сигнала недостаточны, если они искажены, it will be reflected on our opposite side. это обязательно отразится на состоянии противоположной стороны. So as the frequency and quality of information that comes into the brain starts to be reduced, Ну и как только информация, поступающая от тела в головной мозг, начинает терять в качестве или
частоте посыла сигнала, on my left, for example, допустим, слева, I will have a tendency with time to have right hemisphere thalamic inhibition or reduction of firing. со временем изменится правосторонняя мозговая таламическая ингибиция. So primarily what comes out of my brain on the right То есть фактически то, что будет исходить из мозга справа, is unconscious and non-volitionally inhibitory. будет носить ингибиторный, непроизвольный, неосознанный So характер. what comes in is stimulatory, То есть то, что входящая информация является стимулирующей, what comes out is inhibitory. исходящая ингибирующей. Okay? And the inhibition is primarily to the flexor muscles. Причем of эта the body. ингибиция в первую очередь направлена на мышцы сгибатели. So this is classic, simple. Это классическое знание в неврологии, классическое, простое, ничего сложного. So our higher centers in the brain Наши высшие мозговые центры have enabled us to stand from quadruped позволили нам встать upright. с четверенек прямо. And when we lose those higher center controls, И когда утрачивается контроль высших центров, the inhibition starts to ингибиция diminish, начинает угасать. and we get flexor dominance. И вот тогда появляется флексорная доминантность. Because remember, flexor muscles Помните, что мышцы сгибатели are not dependent upon the brain for their activity. в своей активности не зависят от головного мозга. Take away the brain and they contract. Уберите функцию мозга, и мышцы сократятся. Just like what is classic ictus, cerebrovascular accident. Ну, мы прекрасно знаем, что при цереброваскулярных нарушениях именно это и происходит. The classic, they cannot. Классическая, так сказать, поза и классическая походка с доминантностью мышц сгибателей. Okay? So, using this functionally, Используя это функционально, I discovered years ago то есть я еще какое-то время тому назад пришел к тем возможностям, которые сегодня использую. based on what this neurologist. Причем все, что я вам сейчас предлагаю с точки зрения использования разгибателей, основано на том самом классическом, достаточно раннем знании в неврологии. I was lucky, and I am still lucky at this point, Мне просто тогда повезло и везет сейчас, я считаю, to have a very, very precise and good muscle test. в том, что могу действительно полагаться на точность собственного мышечного тестирования. And that was because I have been muscle testing already in 1995 for 20-some years. Ну, то есть еще в 95-м году я уже лет 20, наверное, тестировала мышцы. So I've been muscle testing for 40-some years. То есть я уже тестирую мышцы 40 с лишним лет. And I've done things to help me. Причем каждый раз старался найти возможности улучшить качество собственного тестирования. Because, as I said yesterday, the limit of the muscle test is the muscle test itself. Я вчера вам говорил, что мышечный тест ограничен ввиду его собственной природы. And as some of you have seen, it's very easy to make a И вы mistake. вчера уже убедились, что очень легко допустить ошибки. God didn't say you couldn't repeat the test. Бог не запрещал нам повторять тесты. What happens when the brain loses its ability to inhibit these big muscles? Итак, когда мозг утрачивает способность ингибировать крупные мышцы, They start sending through their spindle cells они через собственные нейромышечные веретена inhibition to the extensor muscle. начинают передавать ингибицию на мышцы разгибателя. Вот и все, вот и весь механизм. It's functional, Этот not механизм, pathologic. это механизм не патологический, а функциональный. So when you create a stimulus that the brain doesn't comprehend at that moment in time, or Если мозг получает сигнал, который не в состоянии осознать, creates that discoherence, распознать, возникает рассогласованность. the quality of the inhibition that comes down on the other side changes momentarily. Мгновенно изменяется качество ингибиции, которая должна действовать на противоположную сторону. And when you test this muscle, И когда тестируешь мышцу-разгибатель, it appears weak. она оказывается слабой. So how do I know then Ну и как же тогда, на основе чего я понимаю, that this is not spleen? что это не селезенка отреагировала? Which might be a good question.
вопрос мог бы быть очень хорошим. Можно перепроверить терапевтическую локализацию. You can try TL and recheck yourself. That TL where? Терапевтическую локализацию куда поставить? On the protection of the organ. Okay, that's one possibility. Да, это одна возможность. Использовать терапевтическую локализацию органа и перепроверить реакцию. But the easiest thing Но to есть do еще более простой способ. is realize that if the inhibition is lacking, it's the entire side. Достаточно понять, что если не хватает ингибиции, то есть если виновата ингибиция, должна пострадать вся сторона. So it's the So posterior test muscles. another muscle. Yes, Да? what other muscles Протестировать другую мышцу. Какую еще, например? would you assume? Erector spinae, rectus femoris. Erector spinae is very difficult to Выпрямляющий test. позвоночник очень сложно тестировать, было предложение. But not erector spinae, because I'll tell you why. То есть не разгибатели позвоночника, это точно, я вам скажу почему. Because So extensors of the neck. possibility, but that's really difficult. Разгибатели шеи теоретически можно, но чрезвычайно сложно. Patient is on the Lats, triceps. possible. Возможно, difficult широчайшие muscles. The lats, the triceps is a second order. Хотя надо сказать, что трицепс это второй порядок уже. First order, Первый порядок. close to the spine. The Все, что active близко к spot. позвоночнику. Second order, Это triceps. второй порядок. Трицепс это уже второй Third порядок. order, Третий extensors порядок. of the wrist Разгибатели and кисти the finger abductor. и мышцы, разводящие пальцы. What I found with this is that when we're looking at functional discoherence, Значит, я пришел к выводу о том, что когда мы говорим о функциональной рассогласованности, the first order muscles that are Надо along this close to the все-таки лучше spine. использовать мышцы первого порядка, те, которые ближе к позвоночнику. The second rule, Второе правило. they are the posterior muscles that are innervated by above T7 Это задние мышцы, которые нервируются с уровня выше Т7. and the anterior muscles below T7. И передние мышцы, которые нервируются с уровня ниже Т7. So below T7 it would be rectus femoris, То есть ниже Т7 это прямая бедра, tibialis anterior, and so forth. передние больше берцовые и так далее. And then I found, as you saw yesterday, И вчера, вы видели, я уже in the использовал prone position, в положении the internal rotator of the, на животе внутренний ротатор бедра. and that was an observation that I made. Ну, то есть вот так я пришел к этим выводам. So Где-то путем наблюдения, где-то путем знания. the idea of the neck extensors might be valid, but it's very То есть сама по себе теоретическая идея использования разгибателей шеи может быть и ценна, но очень трудно применима в практике во многих Now, случаях. does everybody understand why? Все поняли, почему мы используем разгибатели для теста. Okay. So when we're testing the extensor muscles, anterior up below and posterior above, Значит, когда мы используем разгибатели передние ниже Т7 и задние выше Т7, who are we asking? кому мы вопросы задаем? Кого мы просим отреагировать? To whom are we asking the? С кем мы разговариваем? Brain. There you go. Yes. Точно. Мы разговариваем с головным мозгом. So if I test a deltoid, who am I asking? Если я тестирую дельтовидную, с кем я разговариваю? Lung. С легким. Ili, the muscle itself. С самой мышцей. Very good. Очень хорошо. Teres minor. Малая круглая. Щитовидка. Thyroid. Thyroid. Щитовидная железа. Infraspinatus. Thymus. Подостная тимус. Okay. So if we're looking at metabolic То problems, есть, если нас интересуют метаболические проблемы, if I have a right shoulder problem, допустим, если у пациента проблемы с правым плечом, by testing these muscles, I'm asking the rotary cuff то есть muscles. я могу тестировать мышцы сами по себе, задавая вопросы вращательной манжете плеча. So when I was testing Kate yesterday, Когда я вчера тестировал Катю, we used a classic applied kinesiology strong indicator muscle. мы использовали знания классической прикладной кинезиологии и полагались на сильный индикатор. Which luckily does happen. К счастью, пусть не всегда, но и этот подход работает.
But you can't use a strong indicator muscle for every Но challenge. невозможно использовать только сильный индикатор для любой провокации. It becomes more intuitive. То есть, если вы так себя ведете, то вы в большей степени полагаетесь на интуицию, чем на научное знание. And intuition is good. Интуиция тоже имеет место быть, она тоже заслуживает доверия. You could use a pendulum Можно маятник взять, or anything else. или все что угодно другое в таком случае. But that doesn't make it applied kinesiology. Но это не делает такие методы прикладной кинезиологией. Some people are very good intuitively. Кстати, некоторые в интуицией очень хорошо владеют и используют ее на благо дела. Applied kinesiology has improved mine. Должен сказать, что долгие годы в прикладной кинезиологии мою интуицию тоже немного улучшили. Not with women, but with other things. Пусть не с женщинами, но... With sickness. But this is important to realize. На самом деле важно понимать то, о чем мы сейчас говорим. Goodhart developed applied kinesiology and Гудхарт, по сути, создал прикладную кинезиологию, but was very intuitive. но он на самом деле, так сказать, очень в этом смысле полагался на Some of you интуицию. know this story. His father gave him a machine to test patients with. Может быть, вы знаете эту историю, ему отец дал какой-то приборчик, чтобы тестировать пациентов. And you put a drop of the patient's blood on a piece of paper and stuck it in the machine. Значит, на бумажку капаешь каплю крови пациента, вставляешь эту бумажку в прибор. And it had a dial for frequencies. Значит, там есть регулятор частотности. And since it was in the 50s, it had a membrane that you rubbed your fingers on. Ну, вы знаете, еще с 50-х эти всякие приборы, там были мембранки. So you rubbed the fingers, and when it was positive, it would go. Значит, там нужно было пальцами потереть по этой мембране, и когда реакция была положительной, появлялся характерный звук. And negative, nothing. При негативной, при отрицательной реакции никакого попискивания не появлялось. George used it for free for 3 months. Джордж использовал этот приборчик 3 месяца. And then the salesperson was coming back to ask if they wanted to buy it. Значит, бесплатно дали в рекламных целях попользоваться машинкой, потом пришла дама из компании и спросила, не хотят ли они купить этот прибор. And George was very curious. Джордж был человек любознательный. And he wondered what was in the machine. Ему очень интересно было узнать, что там внутри в этом приборе. So he took his screwdriver and took То есть он it взял off отвертку, все разобрал, before the lady came back. прежде чем эта тетка Because it успела was the прийти снова. 50s, it was full of tubes and Но там было полно трубочек, там чего только не было, потому что это были 50-е годы. And then in one corner of the machine, И в уголочке, где-то там в уголочке всего этого устройства there was something that looked like this. было что-то похожее вот на такое. And there was a little writing, it said fuse. There was writing, it said fuse. Fusible, Да. fuse. И, значит, там было слово, Circuitry fuse. ну как это называется, замыкание цепи, It protects against, you know, ну, который фактически сохраняет цепь действенной. and it wasn't there. То есть слово было, а ничего не было. And if it's not there, the machine didn't work. А без этого машина не работает. But he had, in 3 months, he was so accurate with his diagnosis. Но он за 3 месяца научился диагностировать так точно. He diagnosed brain tumor, kidney Он tumors, диагностировал all и kinds of stuff. опухоли почек, и опухоли головного мозга. But the machine didn't work. А машина не работала. So he was very, То есть вот вам его интуиция. Он-то думал, что эта машина ему помогает, и на самом деле помогала его интуиция, потому что прибор не работал. That's why we use the extensor muscles. Вот поэтому мы используем мышцы разгибателя. With spindle cell challenge, С провокацией нейромышечных веретен. goes right into the cerebellum. Информацию crosses over, посылаем and if it's aberrant signaling, it weakens. в систему, если сигнал аберрантный, то мышца ослабевает. Remember, it's opposite side Помните, extensor разгибатель с противоположной стороны. to the challenge. То есть он противоположен стороне провокации. In the beginning, we saw several of you forgot this rule. Мы наблюдали уже, кажется, вчера, что некоторые из вас забывают об этом правиле. Sorry. The camera sees nothing but your back. So, Я говорю, извините, камера видит только вашу спину. Он говорит, ну и что? that's why we do it. Okay. Я его привяжу к кушетке. He'll tie you to the bench. Okay. So where was I going?
Забывает правила, то, что... Some of us still Oh yes, forget. forgetting the procedure that it's the opposite side you test. And this is the reason why. Ну, в общем, вот объяснил, почему используем противоположный разгибатель, и теперь задумайтесь, стоит ли допускать ошибки и переходить на одноименную сторону. So we test the opposite side extensor Мы тестируем противоположный разгибатель. when the input comes from the periphery. Когда входящая информация поступает с периферии. Because remember, we have the crossover. Потому что сигналу приходится пройти зону перекреста. With the cranial nerves, we don't have that immediate crossover. Когда речь идет о черепных нервах, этот перекрест не попадается. That's why we can test the same side as the challenge. То есть до определенного момента можно тестировать, то есть проводить тестирование на стороне провокации. And how did I show that yesterday? Как я вчера это показывал. If you remember on Kate. Помните Катю? Катю помним, что показывали, нет. With what? With the vibration to the vagus? Помните вибрацию на зоне вагуса я использовал? Okay, the vibration over the neck. То есть вибрация в области шеи with inspiration со вдохом created an ipsilateral muscle weakness. У Кати провоцировала слабость одностороннюю. And also the rectus femoris, which indicates Ну и одноименную слабость прямой мышцы бедра. It cannot be a peripheral nerve. Why? Почему это не могло быть реакцией периферического нерва? Because there was no crossover. Because the weakened on only the same side. Потому что ослабление было только с одноименной стороны, без перекреста. When I challenged the same area, когда я спровоцировал ту же область and it weakened the opposite side, и получил ослабление противоположной стороны, that was not central nervous system, vagus. Это была не центральная нервная система, вагус, потому что ослабление произошло от чего? The opposite side Противоположной стороны разгибателя. This is our differential diagnosis. Вот так можно эту информацию, это знание использовать для диагностики. So same side weakness, одноименная слабость, nerve, черепной нерв. Opposite side weakness, противоположная слабость разгибателя, is peripheral. Периферия. Okay? But you have to make sure Но при этом надо обязательно быть уверенным в том, that your stimulus что стимул is sufficient to create that. достаточен для того, чтобы спровоцировать рассогласованность в нервной системе. So these are our tools. Вот наши инструменты. Now this was old, as you can see. Все это, конечно, достаточно старо, как вы сами видите. This was years ago when I was developing these techniques. То есть, когда я разрабатывала эти техники, тогда все это было справедливо. The only thing that remains intact from this Осталось на самом деле из прошлого is the magnet. только вот что, только магнит. All of these we don't use anymore. А все остальное мы на сегодняшний день уже не используем. You could still do this, but you Это don't не need значит, to. что нельзя использовать, можно. So the tuning fork. Камертон. Who has a камертон? У кого он есть? У кого-то был вчера камертон даже. Your Oscars or the other fellow one? Who has one? Now. Сейчас у кого есть камертон? Here. Здесь с собой. Yes. Несите сюда, наверное. Do you want it? Yes. Пожалуйста, передайте или принесите. Okay, it's a small. I take the big one. Я большой возьму. They can see better. Лучше просто видно будет людям. This is an antique. Вот это антиквариат. From that Oscars acquired many years ago. I should sign it. Надо подписать. Оскар приобрел его много лет тому назад. And it works to stimulate. И он работает как источник стимула. It still works. По-прежнему работает. But the problem with it Но есть проблема с ним связанная. is that it starts to reduce its stimulus. Ведь стимуляция не сохраняется постоянной. Стимул постепенно угасает. So if you're searching, Поэтому если используешь камертон для поиска по пациенту, like we did with Kate, как мы искали на Кате, you have to continually тебе нужно без конца make sure запускать it's камертон vibrating. снова и снова, то есть заново запускать вибрацию. So I could do this very well. Я на самом деле могу этим пользоваться, у меня это So хорошо I'm testing получается. the patient, То есть я тестирую пациента,
It's an art. Кстати, это настоящее искусство. And to make sure you're testing the muscle well. При этом еще не потерять навык мышечного тестирования, еще правильно мышцу протестировать. That's why sonic toothbrushes have been our survivor. Поэтому вот эти ультразвуковые зубные щетки на сегодняшний день гораздо лучше и проще в использовании. Because we just turn it on. Потому что включил ее. And we don't have to keep doing this. И не надо вот этот танец исполнять без конца. Because I realized very early on. Потому что я достаточно скоро понял. That many students. Что очень многие мои студенты концентрируют внимание на камертоне и при этом теряют точность мышечного тестирования. То есть мозг занят одним, а второе уже как пойдет. Вот поэтому я переключился на зубные щетки. Вот эта щетка, that you can buy in most stores now. Которую на сегодняшний день можно купить в любом магазине. Made in China, doesn't cost a lot. Сделано в Китае, почти ничего не стоит. You can use as nerve stimulus. То есть ее можно использовать для стимуляции нервов. Joint receptor stimulus. Для стимуляции суставных рецепторов. But not spindle. Но не для веретен. It doesn't react to that. Веретена на эту вибрацию не реагируют. Sort of like your question yesterday. Вчера, фактически возвращаясь к вашему вчерашнему вопросу. So in place of the toothpicks, вместо зубочисток we use the brush. Мы используем саму щеточку. So it works as a skin stimulus. Прекрасная стимуляция кожных покровов. So this is nerve. То есть вот эта вибрация для нерва. But not sensory in many respects. Но эта стимуляция не является чувствительной для кожи. Skin sensory does not respond to this. То есть кожные чувствительные рецепторы не реагируют. Вот на что они реагируют, на щеточку. So this would be more deep nerve, motor nerve. То есть ручка щетки создает достаточную вибрацию для стимуляции нервов. Сама щеточка для кожных чувствительных рецепторов. Active receptor sites in the articulations. Ну и можно использовать, как я уже сказал, для суставных рецепторов саму эту ручку зубной щетки. This is your friend. Так что это теперь ваш друг или ваша подружка, если это щетка. The other percussion hammer. Теперь вот этот молоточек. We combine with some of these modalities. Но мы его, так сказать, используем вместе с другими модальностями. I use my fist. Я кулаком. Because it's always with me, and I Потому что он всегда со мной. might not have this reflex. А молоточка может рядом не оказаться. So that's basically the tools that we're using. То есть вот фактически наши инструменты, которые сегодня предлагаю вам в использовании. So now, this just explains, and these are in your notes. I sent these, so you translated them. На самом деле весь теоретический материал, еще раз говорю, у вас будет, поэтому не старайтесь, не переживайте, что все по-английски, ничего не читайте со слайдов. So you will get these translated by Tatiana in Russian. So you get all of the explanation that I've just given you. Поэтому все объяснения, вся теоретическая основа у вас будет. Now basically, прошу прощения. What about low frequency vibration, which you demonstrated? We're not there yet. Мы еще не дошли до низкочастотной вибрации. But good question. Но хорошо, что вы помните об этом. The first theories that first things that I investigated were vibration from 60 hertz, or no, from 125 hertz, which is Oscar's Gamerton. То есть сначала я использовал вибрации, которые задает тот камертон, который сейчас дал мне Оскар, там 125. To about 256, which I believe is the other. То есть со 126 до 256. That's his, right? His Gamerton was 256. У вас 256, да, частота камертона? Сколько? 128. Oh, 100. А тоже 128, такой же, значит. Okay.